Приветствую, дорогие друзья! В этом видео мы будем делать сборку игрушки, сборку кобры. Начнем мы с каркаса. Для того, чтобы нам отмерить необходимое количество проволоки нужное, нам нужно измерить длину вот этого тела, хвостика и капюшона внешней стороны. Если вы вязали спицами, то меряем длину по стороне, по животику, где петли мы закрывали. Она более плотная, потому что там, где мы петли набирали, очень сильно растягивается. А нам необходимо померять по этой стороне, потому что когда мы сошьем вот эти вот две стороны, то максимальная длина будет по вот этой, по животику. Итак, меряем длину и немного подтягиваем. То есть не сильно, не со всей силы. Мы же будем наполнять тут холофайбером, поэтому немного потянется полотно. Ну, я так в натяжечку прикладываю и меряю. Вы прикладываете длину туловища, которую вязали вы, там крючком или спицами. Вот так вот. То есть это все равно приблизительно, потому что мы на всякий случай еще добавим потом к нашим измерениям, к сумме измерений еще 10 сантиметров, скажем так, на погрешность. Так. Вот у меня это, к примеру, получилось, ну, скажем, 52 сантиметра. Если растянуть, 52 сантиметра. Фиксируем себе эту длину. Дальше хвостик, вот этот, который вязали, прикладываем 5,5 сантиметров. Напишу 6 сантиметров, зафиксировали. И вот этот капюшон, я его сложила пополам, чтобы удобнее было померять. Здесь же еще изгиб, поэтому вот так приложим. Получается 26 сантиметров, напишу себе. Вот, итого у меня длина получается 84 сантиметра. Добавлю еще 10 сантиметров на погрешность, лучше потом проволочку отрезать. И будет 94 сантиметра. То есть я сейчас проволочку, да, сейчас покажу. Я использую вот такую вот проволочку медную. Она достаточно такая плотная. 1,4 диаметр, 1,4 миллиметра. Вот ее я сейчас отрезаю 94-95 сантиметров. Выравниваю и отрезаю. Вы отрезаете длину, которую вы померяли. Вот я отрезок выровняла. На камеру он весь не поместится. 94 сантиметра отрезала. И смотрите, мне, например, нужно было, чтобы вот этот хвостик оставался, ну, такой гибкий, мягкий, подвижный. А вот здесь вот это расстояние для того, чтобы хорошо держала форму игрушка, чтобы не шаталась, не падала, вот этот отрезок я уплотняю. То есть я скручиваю две такие проволоки вместе. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас вся игрушка была плотная, то можно отрезать еще такого же размера проволоку. Вот, я же отрежу 50 сантиметров, для того, чтобы потом вот этот отрезок, промежуток, его уплотнить. Так как у меня проволока без оплетки идет,
Я всегда игрушки каркасные я обматываю пластырем на тканевой основе, обычный пластырь медицинский, для того, чтобы повысить, во-первых, безопасность игрушки и износостойкость. То есть проволока уже не сможет в одном месте прямо вот ломаться. Вот так, когда она будет обмотана пластырем, то ее изгибы, они будут более плавные. Ну, только если разве что специально как-то расшатывать, но износостойкость, в общем, повышается. И сейчас буду обматывать. Для начала необходимо загнуть вот здесь, вот сделать петелечку, хвостик загнуть, потому что мы будем его пришивать вот сюда, закреплять. Делаю петелечку, сейчас покажу. Вот такая петелечка. Это для того, чтобы вот этот острый конец проволоки сюда не вылазил. И теперь буду обматывать пластырем. Покажу еще раз. Я, в принципе, в видео всегда показывала в мастер-классах на каркасную игрушку. Покажу еще раз. Так как пластырь широкий, у меня, например, он 3 сантиметра, по-моему, 2,5 сантиметра, я его режу пополам. Можно сантиметровый пластырь изначально, у меня где-то есть, но сейчас под руками вот этот. Поэтому покажу, как делаю я, чтобы было аккуратненько. Я его маленькими кусочками режу вот так вот пополам. На камеру не очень удобно, но просто чтобы донести информацию. Вот так вот разрезаю. И обматываю. То есть начинаю вот с этой петелечки. Хорошо, плотненько. Вот, чтобы можно было его хорошо пришить через пластырь. И вот так прокручиваю проволочку и обматываю плотненько. То есть уже и колючая вот эта вот часть, хвостик проволоки, он там хорошо спрятан. И вот так вот я таким образом обматываю где-то пока сантиметров 65-70. То есть не до конца. Мы же там с вами еще оставили 10 сантиметров, добавили, вернее, на погрешность. Вдруг где-то больше чуть потянется, чтобы потом проволоку не доделывать, не скреплять. Лучше, чтобы она была цельная. Вот, в общем, вот таким образом я обматываю сейчас 70 сантиметров. Пока в одну. То есть вторую вот эту для усиления прочности я пока ее откладываю. 70 сантиметров заматываем. Вот обмотала. Так выглядит. Вот и остался тут отрезок еще не обмотанный. Итак, теперь для того, чтобы узнать, на каком расстоянии нам сделать вот это ребро жесткости, я беру хвостик, вдеваем сюда, так как он и будет располагаться до упора. Затем туловище, вот это. Тут понятно, что все приблизительно. Здесь еще будем сшивать, где-то там полсантиметра, сантиметр уйдет туда внутрь хвостика. Немного растягиваю тоже вот это по животику, вот так вот в натяжечку.
на камеру просто все не помещается. Надеюсь, понятно. Так, и вот с этой стороны будет у нас капюшон уже располагаться. Так, здесь я поставлю отметочку сейчас. То есть это приблизительно, где будет капюшон начинаться. И напомню, что ребро жесткости вот это необходимо на вот этой части. Вот, то есть здесь приблизительно чуть выше чуть выше половины середины капюшона, вот так вот. Ну а здесь уже сколько получится. То есть опять же можете весь хвост такой сделать, то есть это уже как больше нравится вам. Поэтому я сейчас вот капюшончик отметила. Вот он у меня. Вот это середина. Сейчас сложим пополам. Вот это середина, а мне нужно еще немножко выше. Я прикладываю 50 сантиметров проволоки. Так, сейчас еще раз. Вот отметочка капюшон. Все, здесь вот так вот сделаем. Ищем середину приблизительно и немножко выше. Вот здесь. Вот так вот. И приблизительно отсюда вот находим, где будет начинаться. Если у вас меньше второй отрезок, тоже отмеряйте от капюшона вниз. И теперь вот таким образом я вокруг уже вот этой проволочки обмотанной вот так вот дополнительно делаю обмотку. Чтобы она была потолще, то есть не сразу я ее делала специально, а вот таким образом. И вот так вот заматываем. Вот так. Вот здесь, кстати, сейчас еще немножко сделаю обмотку для того, чтобы уже полностью примотать и вот эту часть. То есть сначала обмотаю сейчас пластырем эту, потом вот эту проволочку вокруг сделаю, и потом встретимся, уже будем обматывать еще раз две вместе. Вот так получилось. И теперь, начиная снова отсюда, обматываем пластырем. Вот здесь, где острый вот этот хвостик, здесь я побольше обматываю, потолще. Вот так, чтобы он не вылез. И теперь вот вторым слоем точно так же обматываю уже две вот эти проволочки. Сейчас покажу, как выглядит в готовом виде. Готово. Вот так выглядит. Вот здесь острый вот этот хвостик я тоже потолще обмотала, чтобы он не вылез. Вот эту часть я не обматываю пока, потому что когда мы пришьем, соберем хвостик, туловище и пришьем капюшон, тогда будет видно, сколько нам необходимо для того, чтобы подвернуть и уже прикрепить голову на каркас. То есть это потом, если что, обмотаем.
Итак, сейчас будем начинать собирать игрушку. Итак, приступаем. Берем туловище. Нам необходимо сейчас будет его скрепить вот такими булавочками, для того, чтобы при сшивании ничего не сдвигалось. Итак, выворачиваем изнаночной стороной наружу, лицевой вовнутрь. То есть вот эти вот животик лицевой гладью это снаружи, а внутри изнаночной гладью. Так, определяемся и скрепляем вот таким образом один край. Теперь второй край. Я всегда иду от краев к середине. Так, скрепляем здесь, потому что эта сторона, наборный край, он пошире, более растянутый. Теперь натягиваю и вот посерединке приблизительно вот так, чтобы было одинаково. Так, скрепляем. Теперь между вот этими двумя булавочками находим середину. Вот так, вот так. Скрепляем. Теперь между этими двумя булавочками вот. И так хорошо все будет сшито, никаких перекосов. Вот, то есть мне, в принципе, достаточно уже вот этого расстояния. Я буду уже сшивать, руками придерживать. Если вам необходимо, можно еще посередине здесь сделать. То есть вот эти два отрезка уже есть. Перехожу на вот этот отрезок, где оставался. Его посередине скрепляю. Вот таким образом. Так, дальше идем. И вот эту половинку делаем аналогично. То есть скрепляем столько раз, сколько необходимо. Итак, вот я скрепила по всей длине туловища. Теперь беру иголочку с белой ниткой по цвету животика. И сейчас буду сшивать. Длину ниточки беру как 3 длины туловища. И сшиваю я таким образом. По вот этой стороне фиолетовой. Все ровненько выкладываю. Сшиваю на расстоянии где-то полсантиметра. Вот таким образом. Делаю шаг назад. Вот так. Снаружи, с обратной стороны.
вот здесь вперед иду. Вот эти ниточки, они будут потом просто в серединке все. Вот так. И подтягиваю хорошо. Снова здесь возвращаюсь в начало предыдущего стежка. И здесь вот на шаг вперед. И вот такими небольшими стежками я шью всю длину. Вот, хорошо подтягиваем. Снова вот начало стежка. И вот сюда. Еще пару стежков покажу. Сюда в начало. Здесь выкладываем. То есть все время подворачиваем и выкладываем. Вот все ровненько получается, никаких складочек. Несмотря на то, что эта сторона шире, вот когда ее хорошо все выкладываешь, никаких складочек нигде нету. Вот снова сюда в начало и сюда. Подтянули и снова сюда и сюда. Вот такой шов получается. Здесь на белом, конечно, не видно. Здесь вот такой. И вот таким образом я шью всю длину. Встретимся, когда доделаем. Да, вот хочу показать, пока вот начало прошито, покажу, как будет выглядеть, когда вывернем. То есть вот с одной стороны переход, это где мы вязали, переходили со спинки на животик. И здесь при таком методе сшивания такой же рельефный переходик получается. Продолжаем дальше. Да, еще хотела напомнить, что подтягиваем вот эти ниточки хорошо, стягиваем, потому что если их стягивать плохо, потом, когда вывернем, будут видны такие вертикальные швы. Поэтому не забываем, хорошо подтягиваем. Вот уже заканчиваю сшивать. Несколько стежков остается. Так. То есть количество петелечек одинаковое с двух сторон, поэтому если правильно все выложить, ничего не будет там, ни складочек не нужно, вернее, не стягивать, не растягивать. Все очень хорошо сходится. Вот еще один. И еще один. Делаем закрепочку. Сейчас вот так еще закреплю. Делаем узелочек. И ниточку оставляем пока. Вот так получилось. Покажу вам шов. Вот ничего не перетянуто. Все ровненько и с этой стороны. Теперь нам необходимо вывернуть
вот это туловище, но не полностью. Сейчас покажу. Вот так вот беру и выворачиваю его вовнутрь, то есть не наружу, а вовнутрь. Не полностью, для того, чтобы удобно было наполнять холофайбером, так как туловище это достаточно длинное. Вот, если мы вывернем полностью, то нужно будет там или спица какая-то длинная, или чем-то, в общем, неудобно будет наполнять. Вот, поэтому вот таким образом. Часть вывернула вот сюда. Это еще изнаночная, а вот это уже лицевая. Смотрите, как выглядит. Вот эти переходики одинаковые. Теперь берем наш каркас и вставляем вовнутрь. Вот взяла каркас и теперь сюда продеваем вовнутрь вот таким образом и берем хвостик и тоже сюда надеваем. Теперь нам необходимо вот здесь вот прикрепить к каркасу через петелечку буквально пару стежочков, вот здесь кончик хвоста. Заправляю вот такого цвета ниточку в иглу и сейчас сделаем пару стежков. Заправила небольшой отрезок ниточки и теперь прячем ниточку вот здесь внутри. И теперь на ощупь вот нащупали вот эту петелечку нашу, и с краешку необходимо буквально пару стежочков прихватить для того, чтобы вот этот каркас не двигался, вот, не снимался. Вот так. Вот сюда вывожу. И вообще, когда каркасные игрушки я делаю, я всегда фиксирую каркас, чтобы не двигался. Так, и хорошо был закреплен. И еще буквально один стежочек. Вот так вот. Через пластырь так с трудом вытягивается. Вот, и этого будет достаточно. Теперь делаем закрепочку. Сейчас тут подправлю. Вот хорошо пришито, то есть уже каркас никуда не денется, не вытянется. И теперь вот здесь делаю закрепочку. Так, чтобы узелок потом спрятать. Вот так. И узелок прячу вовнутрь. Вот таким образом. Все, хвостик пришит. Теперь его сейчас будем наполнять холофайбером. Понемножку беру холофайбер. Вот этот ниточку тоже туда вовнутрь. И наполняем. Плотность. Смотрите, как вам больше нравится. Помягче, поплотнее. И чтобы каркас был в
в середине, то есть со всех сторон. Наполняем. И вот туда, где мы пришивали каркас. Вот, чтобы все было ровненько. Так, сколько помещается. Вот каркас в середине. Теперь берем и наполняем точно так же с этой стороны туловища. Переворачиваем тоже, чтобы каркас был в середине. Вот эти ниточки тоже все, которые у нас были. Если они сильно длинные, можно немного отрезать. А остальное туда, вовнутрь. И вот таким образом наполняем край, чтобы удобно было пришить хвостик. Вот. Тело змеи я наполняю не очень сильно. Вот. Руками вот так вот разминаю, чтобы она такая была не очень толстая. Но это по желанию. Тоже лишнее можно убрать. Тут потоньше делаем. И теперь вот сюда вовнутрь, то есть хвостик сверху, а вот это вкладываем вовнутрь. Заправляем ниточку темного цвета и будем пришивать хвостик. Ниточку заправила. И теперь точно так же, если не очень удобно пришивать на глаз, так сказать, можно скрепить булавочками вот здесь, если неудобно. Ну, я буду пришивать так, по краю. Вот то же самое, шаг назад делаем. Сейчас я только, наверное, переверну другой стороной. Вот каркас я вот так складываю, чтобы было удобно, если что, потому что он телепается метр, его может быть неудобно. Итак, ниточку я вытянула и, например, вот отсюда с краю, надеюсь, видно, начинаю пришивать. Вот так вот. Вот здесь захватываю. И вот здесь вывожу. И вот так аккуратненько тоже. Здесь еще колечко будет пришито сверху. Ну, это если вы хотите с короной и с колечком делать кобру, то, в принципе, вот этот край тоже еще дополнительно будет закреплен. Вот так.
И вот так. И вот таким образом по кругу пришиваем. Вот я прикладываю, все ровненько, тоже ничего не растянуто, не затянуто. Вот все, в принципе, хорошо подходит по размерам. Так как мы все изначально с вами замеряли, то при сборке уже очень легко все получается, все детали сходятся. Надеюсь, на камеру видно. Вот так аккуратненько получается пришито. Ну и таким образом вот пришиваем по кругу. Продолжаем. Вот все сходится, видите, все поместится. Просто пришиваем. Вот несколько стежков еще остается. Заканчиваю пришивать. Сильно здесь не затягиваю. Сохраняю форму хорошо. Ну и при этом таким методом пришивания не будет никаких пробелов. Все будет очень хорошо пришито. Вот и в начало вернулись. Еще немножко сделаю внахлёст шов. Вот так получается. Вот все хорошо пришито. Теперь делаю закрепочку вот здесь между хвостиком. Сейчас сюда вывожу. И вот здесь на стыке делаю закрепочку и ниточку, узелок и ниточку прячу внутрь. Таким образом несколько раз продеваю. И лишнее отрезаю. И вот такой хвостик получается. Так, здесь у меня получилась змейка такая толстенькая. Ну, это руками вот так разровняем туда. Можно здесь делать потоньше, поменьше наполнить, а здесь уже побольше. Итак, это у нас готово. Теперь наполняем холофайбером. Вот так я беру, еще выверну немного, то есть придерживаю руками, а вот это вот вовнутрь, туда. Это для того, чтобы сделать поменьше вот это расстояние, куда нам нужно добираться. И вот сюда вовнутрь, то есть вот так выглядит. Можно вывернуть и полностью, и наполнять, но мне, например, неудобно. Здесь расстояние небольшое, то есть я лучше буду постепенно наполнять и разворачивать.
выворачивать, вернее. Вот тоже со всех сторон вот так вот кручу, чтобы вот этот каркас был вот здесь вот в центре. То есть, чтобы не с краю он был. Так. И вот так по чуть-чуть вот высовываю хвостик этот. И вот таким образом наполняю. Снова перекручиваю. И с этой стороны. Вот, как только пальчиками чувствуете, вот уже плотно дошло до середины. Вот немного продвигаемся дальше. Тут снимаем. И тут побольше расстояния. И таким образом, я надеюсь, принцип понятен. Таким образом мы наполняем и доходим до самого верха. Вот. Вот так. Еще тут чуть-чуть сделаю, чтобы вам показать. Вот, следим тоже за равномерностью, чтобы кусками не было. Вот. И вот так вот подтягиваем. То есть вот получается вот такой вот хвостик, туловище. Руками можно тут плотность поразминать. Вот хвостик, все плотненько. Вот такая толщина. Толщину регулируйте. Ну и я думаю, понятно. Наполняете, чуть-чуть стягиваете, наполняете, стягиваете. Встретимся, когда доделаем до верха. Да, еще момент хотела сказать, что когда я наполняю, растягиваю по вот этому шву, именно где мы сшивали животик со спинкой, я вот так вот натягиваю, то есть вытягиваю, чтобы не было скомкано вот здесь вот спинка, и руками уже разравниваю это все. Вот, то есть небольшую натяжечку необходимо делать именно вот где сшивали. Кстати, вот поближе покажу. Вот. Никаких не видно всяких полосочек. Наполнила туловище холофайбером и проволочку тоже натягиваю, то есть вот здесь вот рукой фиксирую хорошо и за сам вот этот каркас вытягиваю. Просто на камеру не помещается, то есть хорошо тяну ее и точно так же вот здесь руками прохожу, подтягиваю проволочку, выравниваю где необходимо. Вот. И вот так проминаю. Вот так выглядит. Я надеюсь, у вас все получилось, все было понятно. На данном этапе видео я вот это завершу. Мы с вами собрали туловище пока. Вот в следующем видео будем присоединять капюшон и голову. Всем желаю хорошего настроения. Желаю, чтобы у вас все получилось. Если вдруг остались какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях. Я всегда рада вам помочь, ответить. Вот. Благодарю всех. До встречи. Пока-пока.